Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас четверг, 2 марта, мы с вами проводим промежуточный выпуск. В начале нашего выпуска хочу обратиться к нашим уважаемым зрителям и слушателям с просьбой оставлять в комментариях к нашему вчерашнему ролику свои вопросы. Вначале пишите слово «вопрос», потом или ставите знак вопроса, и потом формулируйте вопрос. И завтра уже в пятницу 3 марта я отвечу на ваши вопросы. На самые популярные из них, к сожалению, ответить на все вопросы не представляется возможным, так как вопросов очень много, но на самые популярные, конечно, постараюсь ответить. Если вы хотите получить практически гарантированно ответ на свой вопрос, подписывайтесь в Patreon, там я отвечаю практически на все вопросы. Так, теперь приступим. Сегодняшние события. Сегодня с утра всех всполошили кошмар, ужас. ДРГ, не ДРГ, пробрались, не пробрались в Брянскую область, погибли девочки, мальчики, люди, звери, женщины, мужчины. Потом оказалось, что там, оказывается, никто не погиб. Про девочек вообще сочинили. По поводу раненого мальчика надо, конечно, выяснять этот вопрос. По поводу убитого мужчины также надо выяснять этот вопрос, потому что все оказывается не так просто. Но шума навели конкретно. И, конечно, всполошили народ. Всполошили народ прежде всего, конечно, кремлевские СМИ. И надо отметить, уважаемые зрители и слушатели, что кремлевские СМИ были готовы раздувать подобную ерунду. Но раздували действительно по полной программе. Вспомните, да, сначала появилась девочка, потом девочка якобы умерла, потом девочка воскресла, погибла, вернее, расстреляли девочку, девочка воскресла, потом появился автобус школьный. Школьный автобус там, где школы не работают, там, где дети учатся на удаленке. Зачем нужен был школьный автобус выдуманный, сказать довольно сложно. Но нужен был, конечно, для того, чтобы украинские нацисты, в кавычках, остановили школьный автобус и взяли детей в заложники. И потом нацисты брали в заложники, это я вам по сообщениям кремлевских СМИ, конечно, все это мы говорим в кавычках, потому что это все, конечно, чистейшая ложь. Как впоследствии выяснилось, но осадочек остался. Так вот, там то брали в заложниках, то семью, то фельдшера, то еще кого-то. Потом мужественная фельдшер или фельдшер, мужчина или женщина, там непонятно, им удалось сбежать из плена, который из жутких условий, в которых там я даже не помню формулировки, там меня воображения, наверное, не хватило бы писать подобную ерунду, но там фельдшер был в заложниках, и фельдшеру из плена жесточайшего удалось сбежать, или это женщина, или мужчина, там непонятно. И вот потом она где-то проявилась, или он, и начали рассказывать о ужасных условиях содержания в плену на протяжении то ли 10 минут, то ли 5 секунд. Какой-то бред, который просто на голову не натянешь, который пересказывать смысла не имеет, потому что всего этого не перескажешь. Но раздавали очень здорово. Мы с вами, уважаемые зрители и слушатели, прекрасно помним в 2014 году якобы распятого мальчика, с рассказов плохой актрисы, о котором удивлялся весь мир. Удивлялся фейкам, которые распространяли российские СМИ. И вот сегодня уже появились распятые воскресшие девочки, расстрелянные, которых не существует в реальной жизни. Еще раз говорю, во всей этой ситуации надо разбираться. Потому что даже президенту России Владимиру Путину из тех докладов, которые поступили к нему сегодня утром и днем, разобраться, что же в сущности произошло, я вам скажу, совсем непросто. Дело в том, что президенту также сообщали недостоверную информацию. Во-первых, президенту также сообщали про каких-то девочек. Потом президенту доложили, что никаких девочек не было. Я имею в виду якобы то ли расстрелянных, то ли не расстрелянных, то ли раненых, то ли не раненых. Никого не было. Опять-таки, несуществующие автобусы в местах, где дети не ходят в школу и так далее. Это, опять-таки, все это поступало на стол президенту. Теперь, я думаю, вы удивляетесь, на какой бред
черпает из стопроцентных, да, источников Владимир Путин, стопроцентных, конечно, в кавычках. И вот в итоге президенту сообщили, что с ДРГ разобрались и все в порядке, но президент успел назвать это терактом. Громкие слова, опять-таки выяснять, что это было абсолютно неблагодарное дело. На сегодняшний день то ли известно, то ли неизвестно об одном убитом мужчине, которому якобы 64 года. Никаких, опять-таки, на момент записи этого ролика, никаких четких сведений нет. И скажу вам по большому секрету, ФСБ не знает, какого мужчину убили. Это из доклада президента России Владимиру Путину. Сколько ему было лет, как его звали, и вообще были убиты во время нападения ДРГ, если действительно этот человек был убит, якобы, да. Поэтому разбираться и разбираться. Я не говорю на 100%, что не было происшествия. Происшествие, конечно, было. Но вот только из того хаоса информации, который получился при этом, выбрать правду довольно сложно. Ну, уже понятно, что 99% того, что писали российские СМИ во время этого хаоса, это фейк. Уже можно сказать однозначно, что практически вся информация, которая поступала президенту на стол в это время, это фейк. Президента пичкают ложью. И выводы, соответственно, он делает, основываясь на ложной информации. Я понимаю, что Путин отнесся довольно скептически ко всему этому бардаку, и, конечно, не было ни Совета Безопасности полноценного по этому вопросу, и не было никаких опрометчивых и быстрых решений. Ну, во-первых, президента довольно тяжело выбить на опрометчивые и быстрые решения, а во-вторых, опрометчивые решения он принимает гораздо позже того, чем стоило бы их принять. Ну, будем ждать, как отреагирует через полгода Владимир Путин на произошедшее сегодня, потому что он как утконос. И я вам напоминаю, что именно утконосом его время от времени называют в администрации президента из-за запоздалой реакции. Итак, какие выводы можно сделать? Выводы можно сделать такие, что президент, который любил на протяжении долгих лет руководить политикой управляемого хаоса, теперь сам оказался в хаосе, которым он абсолютно не управляет. Это вообще иллюзия, когда кто-то говорит, что хаосом можно управлять. Мы с вами знаем старую пословицу, посеявший ветер пожнет бурю. Так вот, Путин давно посеял ветер, и сейчас самое время пожинать бурю. Прискорбно, конечно, смотреть на всю эту ерунду, особенно на то, как эта информация кремлевских СМИ абсолютно фейковая ложится на, еще раз повторяю, неокрепшие умы российского зрителя, который потребляет кремлевский контент. Это, конечно, ужас, просто ужас. Опять, я уверен, что в скором будущем подобные информационные атаки нас ожидают, и чем дальше, тем больше. Появились на этом фоне общей информации по поводу ДРГ в Брянской области и призывы Путина ввести немедленно военное положение хотя бы в нескольких областях. А теперь, наши дорогие, уважаемые зрители и слушатели, я вам напомню, что более чем полугода назад, летом прошлого года, мы вам рассказывали о том, что эксперты при Совете Безопасности давали Путину свою оценку событий, свою оценку положения на фронте и, в общем, по стране на начало лета прошлого года, если мне не изменяет память. И там говорилось довольно четко. Наши уважаемые зрители и слушатели могут поднять эту информацию и прекрасно увидеть. Там говорилось, что эксперты предупреждали, что в скором времени отдельные районы Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областей могут оказаться не под контролем российских властей. Говорили об этом? Говорили. Что мы сейчас видим?
Я не устану напоминать вам, но видите, и наша информация практически всегда, когда мы ссылаемся на наши источники, оказывается правдой. Более того, напомню вам, что именно мы довольно часто и подробно рассказывали о личной жизни президента Владимира Путина, о его сожительнице Алине Кабаевой и о их совместных детях. И также мы не указывали ни даты рождения детей, ни количества детей, как и издание «Проект», которое выпустило недавно замечательный материал, который буквально взбесил президента России Владимира Путина. И скажу вам, наши уважаемые зрители и слушатели, что очередной раз скажу, но мы же говорили, мы же об этом рассказывали. Мы рассказывали о подробностях жизни президента. Большое спасибо ребятам из издания «Проект». Скажу еще раз, неважно, как они к нам относятся, меня это абсолютно не беспокоит. Я всегда во всех 100% случаях признаю прекрасную работу и замечательную работу ребят. Я думаю, наши уважаемые зрители и слушатели прекрасно знают, о чем я говорю, потому что уже, видимо, ознакомились с этим материалом. Мы об этом писали уже в 2 наших постах вчера и позавчера. Нет, извиняюсь, сегодня и вчера. Уже во времени немножко путаюсь. Вы уж меня извините. Устал. Ну, не страшно. Значит, и... Извините, прерывают. И, значит, спустя какое-то время все наши, все без исключения, практически наши материалы всегда подтверждаются теми или иными источниками. Еще раз подчеркиваю, это не касается планов власти. Мы вам рассказываем и о планах власти. Мы не можем отвечать за те планы, которые формирует власть, которые проформирует Владимир Путин и его окружение. Безусловно, мы не можем не заставить их выполнять, не как-то повлиять на это, я имею в виду в плане исполнения этих планов. Поэтому вы уж извините. Но то, что касается свершенных фактов, то, что касается всех событий, о которых мы рассказываем, которые уже произошли, здесь ошибки быть не может. Я допускаю, что теоретически это возможно, но, насколько я помню, мы еще ни разу не ошиблись, описывая те или иные события. Поэтому думайте сами, решайте сами, кому доверять и как быть, на чью информацию опираться. Так, наши уважаемые зрители и слушатели, мы уже подходим к завершению нашего выпуска. И хочу вам еще рассказать, пожалуйста, задавайте свои вопросы, оставляйте вопросы в комментариях к нашему вчерашнему выпуску. А мы с вами обязательно увидимся, услышимся уже завтра в ответах на вопросы. Мы вас любим, это искренне, мы работаем для вас. Я уверен, вы об этом знаете, но я не устану вам об этом напоминать. Всего доброго, до свидания.